Всем привет, друзья! В этом видео мы будем строить дом, и вы увидите весь процесс строительства и кладки дома. Здесь залит фундамент, тут вход, крылечко, сразу залиты ступеньки. Сначала нам нужно выровнять 0. Сейчас будем промерять все эти размеры, фундамент, стелить гидроизоляцию. Будем промерять диагонали и высоты. По отметкам, по высоте фундамент залит нормально, но нету диагоналей. Нам нужно будет поймать диагонали и выровнять размер 4 сантиметра. Перепад диагоналей. Сашка вот показывает. Выравнивать будем рядовым кирпичом, красным, керамическим. И первым делом раскатываем рубероид, гидроизоляцию. И раскатываем по всем сторонам, по всем стенам. Начинаем уже разносить кирпич. Мы находимся здесь на окраине города Ельца, поселок Солидарность. И вот здесь строятся дома, уже там идет улица, и отдали вот поле под застройки. Уже протягивают свет, но еще к электричеству не подключили, поэтому будем работать от генератора. И сзади вот поле, это потом тоже все будет под застройку. А одна улица уже практически полностью построили. Здесь уже стоят новые дома. Сделали асфальт, подвели коммуникации. И уже вот такая красота, уже живут люди. Дом будет строиться из газосиликатного блока и из кирпича Терекс. Вот здесь находится кирпич. Заказчик купил его заранее. Пока начинался делаться фундамент. От дома он находится далековато, но сейчас приедет манипулятор, мы будем уже ставить сюда вот на фундамент. Кирпич одинарный, цвет солома, и для пилястр будет использоваться вот такой коричневый кирпич, цвет мокка. Здесь вода, будка для хранения инструмента и генератор, от которого мы будем питаться. Промеряют диагонали ребята. И вот по диагоналям получается 10 сантиметров перепад. Это, конечно, немало. Фундамент заливали ребята из Узбекистана. Залили за 3 дня очень быстро. И, видимо, где-то что-то ошиблись. На 10 сантиметров диагонали увели. Вот такие друзья у нас тут на стройке. Проект дома. Вот так примерно должен будет выглядеть дом. Углы коричневым кирпичом и обрамление окон кирпичом коричневым. Размер дома 11,5 метров на 10 метров. Разница в диагоналях 10 сантиметров, то есть фундамент у нас находится где-то вот так. И чтобы выровнять, нам надо одну сторону двигать так, другую в обратную сторону. То есть будет одна стена у нас навешиваться, а другая наоборот задвигаться. И получилось вот так мы
промерили. Сейчас у нас диагонали ровные и длины ровные. Здесь вот кирпич напущен на 3 сантиметра. А с этой стороны фундамента обрезается на 3 сантиметра. И также другие стороны. Здесь напустили 5 сантиметров. С этой стороны обрезается 2 сантиметра. То есть потом придется немножко стесывать фундамент. Растащили кирпич, постелили гидроизоляцию и можно приступать к работе. Небо начинает затягивать и закапал дождик. Была хорошая погода, но вот с той стороны идут тучки. А с этой стороны просвет. Берем направление по шнуру и смотрим, развернута стена или нет. Нужно немножко пододвинуть вперед. Мы обычно зачаливаем вот такими уголками металлическими, обычными. Продеваем шнурку, берем натяжку. Так, и фиксируем. Все, и зачаливаем вот так на ряд. Вот такая зачалочка, очень удобно. А потом на другой ряд переставляем уголок и все, и гоним следующий ряд. Проложили 2 ряда полнотелым кирпичом. Шовчики все забиты, заполнены. И делаем раскладку облицовочным кирпичом, чтобы вышло все в целых кирпичах. Держим одинаковые шовчики. По поводу размеров кирпича. Размеры отличаются. Вот обратите внимание, 4 коричневых кирпича, если поставить рядом на одну линию с желтым, вот такой перепад. То есть где-то минимум на миллиметр коричневый кирпич толще, чем желтый.
и по длине. Ставим кирпич. По длине он тоже миллиметра на 3, на 2, на 3 длиннее. Поэтому угол мы будем заводить на калибровку 8 миллиметров на прут. А уже стена будет идти, швы будут уже 9 миллиметров или 10. Получится уже швы потолще. За счет того, что коричневый кирпич больше и толще. Заводим углы. Завели углы, уже поставили газосиликатный блок в середину. И приехал манипулятор. Поставим сейчас облицовочный кирпич, так как нам нужно, чтобы было удобно работать. Друзья, хочу порекомендовать вам отличный и недорогой инструмент от компании Redwerk. В данном случае это строительный миксер. Предназначен для смешивания жидких, сухих и маловязких материалов. Используется для непродолжительных работ в бытовых условиях. На миксере имеется обрезиненная рукоятка для удобства работы. Кнопка фиксации. Также регулировка скорости и двухскоростной редуктор. Две скорости переключаются. В общем, кому интересно, оставлю ссылку на магазин в описании под видео и закреплю в комментарии. И дальше кладем облицовочный кирпич, облицовочную стену.
Вот так протаскиваем прут, стелим раствор. Вот таким образом. Если немножко вот так выдавилось наружу, ничего страшного. Сзади слой потолще вот здесь, спереди под калибровку. Лишний раствор выдавится сзади. И кладем кирпич. Соблюдаем вот этот вертикальные швы. Простреливаем глазом. И вот сзади, который выдавился, убираем. Прут у меня где-то под 3 кирпича рассчитан. Примерно сантиметров 90. Расшиваем стену. Нужно не проглядеть, чтобы не высох раствор. Как только начинает подсыхать, сразу расшивать нужно. Расшиваю обычной арматурой, шестеркой. Загнул ее вот так, чтобы удобно было под руку. И наконец-то я доехал до магазина, взял новую кисточку. Старая уже вот так стерлась, уже плохо сметает. И прометаем. После того, как расшили горизонт вертикаль, сметаем лишний раствор. Получается вот такая кладка. А вот наш Чарли лег в тенечек тут, спрятался, отдыхает. Опять он тут с нами помогает нам в настройке. Да, Чарлик? Посмотри, кто тут. В поддонах попадается очень много бракованных кирпичей. Вот такой кирпич не разрезанный. Осталась вот полоса, но как будто его не прорезали. Вот нормальный кирпич, и с этим у него перепад на полсантиметра почти, вот видно. И в поддоне очень много, в поддонах таких бракованных кирпичей. Очень обидно, люди платят большие деньги, и попадается много брака. И уже за один день поработали вот с ребятами, подняли почти под окна. Скоро будут открываться окна. Где-то по 300 штучек сложил каждый. Вот здесь вход. И по проекту столбы будет такой навес должен быть. Но заказчик немножко тут переиграл. Сделает как пристроечку от столбов. Еще здесь пойдут стены и будет окошко. Для связки стен тут выпускаем
металлические подвесы. Можно сеткой вязать. И вот такая кладка смотрится неплохо. И уже до этого я вам показывал и еще раз покажу, какой еще есть минус у кирпича Терекса. Вот на кирпиче есть вот такие точки. Здесь, здесь. Это вот негашенная известь. И выстреливает вот эти точки почти на каждом кирпиче. И по проекту пилястры должны были идти в 2 кирпича на углах. И такая сплошная пилястра должен был идти неразрывный шов. Но поговорили с заказчиком и переиграли сделать вот так, чтобы была вот тут перевязка. То есть должно было идти 3 ряда коричневым в 2 кирпича, потом желтая полоска, потом 3 ряда коричневым, но вот так тоже должно было в 2 кирпича. А сделали в 2, в 1,5. И так стена перевязывается через каждые 4 ряда. У нас у каждого по своей стене, а Сашка здесь спереди кладет веранду, столбики, простенки. И сейчас заводим углы, всем по одному углу и по одной стене. Проложили уже облицовочную кладку на приличную высоту. Выпустили сетку. Следующая сетка подходит на вот этом уровне. И теперь прокладываем стену из газосиликатного блока. И мы колем половиночки. Вот в этих местах у нас колем его молотком, чтобы не пилить. И от кирпича вот такие кусочки отлетают. Они очень острые. Можно легко порезать обувь. Так как мы работаем в сланцах, по технике безопасности это запрещено. Легко вообще прорезает. Видите, такие острые грани у кирпича. Здесь очень неудобно стоит кирпич. И будет мешать класть основную стену. Вот здесь пойдет стена, поставили впритык, просто не было места. И сейчас мне нужно быстренько переложить кирпич, чтобы освободить проход. Проходим сейчас первый ряд блоков на раствор. И нам нужно его выровнять, как можно ровнее положить.
Тычок намазываем раствором, но желательно клеем, но здесь сильного промерзания не будет. Так что ничего страшного, если и на раствор первый ряд. Так как тут еще облицовочная стена, продувания не даст. И подстучали киянкой по уровню. И так смотрим, чтобы все было в одной плоскости. Потому что потом пойдет кладка на клей. Если уже первый ряд у вас прыгнет блок хотя бы там миллиметра на 3, то придется уже потом затирать теркой блоки и выравнивать. А так уже под клей будем класть, пойдет все ровненько. Первый ряд блоков проложили, все ровненько, все в плоскости. И дальше замешиваем клей и кладем блоки под клей. Для кладки блоков под клей я использую шпатель, гребенка, обычно шестерка у меня зубья, можно 8 использовать, а толщина шва будет все равно 2-3 миллиметра, не меняется уровень, и киянку, а также мастерок и сам клей. Накладываю клей, намазываем на тычок. Вертикально вверх намазываем. И наносим клей вот в этом направлении, и шпатель держим прямо под прямым углом. Берем блок, стряхаем весь, отряхиваем мусор, который налип, и монтируем блок на стену. Заносим его над стеной, а потом только вот ставим, чтобы было уже напротив шнурки, как можно меньше его двигать по стене. А затем киянкой подбиваем в сторону и немного сверху прижимаем. Все, блок смонтирован. Вот так ровно под шнур. Сашка уже выгнал колонны на нужную высоту и боковые стеночки прокладывает. Открылись окошки, будут небольшие окошки, и спереди дверной проем. А другой Сашка тут снял кирпичик или не хватило раствора, колотый, да, попался колотый кирпичик. Демонтировал колотый кирпичик и сейчас заменит на нормальный.
подняли облицовочные стены уже на высоту 1,90 м. И будем уже класть основную стену из газосиликатного блока. Выпущена для связки сетка по облицовке. И внизу вот так сетка не разрывается. Вот такими кусочками, но делали нахлесты, чтобы была сетка как единое целое. Промели уже весь мусор со стены. Сейчас будем заводить угол и прокладывать эту стену уже под леса. По проекту здесь есть теплотехнический расчет дома. По проекту воздушная прослойка между кирпичом и основной стеной 20 миллиметров. То есть вентзазор делать нужно 2 сантиметра. Как раз 2 сантиметра сделали по проекту. Пострадала наша бетономешалка. Каждый день замешивает очень много раствора. И периодически приходится ее ремонтировать. Бригадир сейчас подваривает опоры вот бетономешалки. Лопнула опора. И при замешивании бетономешалка раскачивалась. Полдня работы и подняли стенки из газосиликатного блока. Тут идут оконные проемы. Оставили четверти по 4 сантиметра по окнам. Пришлось попилить. На каждом ряду есть пилка. Вот этот блок, вот этот пилится. Вот половинка. И нужно будет еще запилить вот так ряд под окнами. Уже частично напилили. И сейчас обед. Ребята обедают. Сделали леса в круг и затарили уже кирпичик на леса. Леса мы, как обычно, сделали из газосиликатных блоков, тумбочки. И лес
оставался с опалубки, когда делали фундамент. Там вот у заказчика сложены доски. И теперь можно приступать к работе, класть уже с лесов. Кирпичик, все готово. Кирпич затаривали все вместе, а потом уже Ромик, подсобник, уже будет постепенно нам подкладывать. Сани прислали ведро, такое строительное, специальное, не ломающееся. Можно вот так его гнуть, должно хватить надолго. Широкое дно, удобно работать, удобно брать мастерком и шпателем также. Специальное вот такое дно сделали. Написано, что можно ставить на камушки, чтобы оно не опрокидывалось. Завели углы до конца. Высота потолков 2,80, 2 метра 80 сантиметров. И уже перекрыли оконные проемы уголками металлическими. Проложили уже 2 ряда кирпичом по уголку. Кирпич пришлось вот здесь пилить 2 ряда, так как уголок задвинули по этому кирпичу. Будет четверть, будет ставиться окно. Нужно, чтобы уголок был вровень со стеной, так как будет потом ставиться уплотнитель. Придется разобрать немножко, снять 15-20 кирпичей вот здесь над окном. Здесь немножко я ошибся, задумался и нарушил раскладку кирпича. И вот эти вот ряды нужно будет снять по уголку, потому что здесь идет половинка, и нужно было ложить вот сюда половинку. Я положил целый. Нарушилась раскладка кирпича, и теперь вот здесь нет перевязки.
нужно было сделать как на вот этом окне. Вот идет целый кирпич, продолжается целый по окну. Вот она половинка, здесь тоже половинка. И идет, все перевязывается, все нормально. Поэтому сейчас я снимаю и исправляю свой косяк. Минут 15 времени придется потратить. Это хорошо, что кладка еще свежая, только проложил. Можно легко разобрать. Закончили облицовку, переделали окошко. Теперь все в порядке. Теперь есть перевязка. Блоки совсем не легкие, весят около 40 килограмм. И нам их приходится постоянно тягать. Докладываем основную стену из газосиликатного блока. Завели угол уже до конца и оставили вот под армопояс почти 24 сантиметра. Остается до облицовки. Высота потолка будет 2,80. Положили уголки и по уголкам запиливаем такие пластиночки почти 10 сантиметров. Здесь рядом, где мы работаем, дом. Сейчас вам покажу. Смотрите, вот стоит дом, построенный из газосиликатного блока. И не знаю, видно вам или нет, вот конек крыши прогнулся дугой, сама крыша стоит. И если подойти поближе, то видно, здесь нет армопояса. И стены дома немножко завалены вот наружу. Вон там по углам идут трещины. То есть крыша, видимо, давит на стены. И стены заваливает. Вот так сейчас попробую вам показать. Видно, тут вот здесь такой пупок идет. Выдавливает стену. И трещины. Поэтому без армопояса может быть вот такая ситуация. Может газосиликатный блок, стена отойти. Закончили облицовочную кладку, закончили основную стену из газосиликатного блока. И вот такой получается дом. Пилястры выделены коричневым цветом. Обрамление окон коричневым цветом. Оставлен вент-зазор 2 сантиметра между облицовочной кладкой и газосиликатным блоком. Окна перекрыты уголками, оставлены с боков четверти по 4 сантиметра с боков и также сверху. Между уголками зазор. И, ребята, мы перекрыли вот так вот, такой вариант перекрыли уголками. Дальше будет заливаться монолитный пояс. Но можно было уголками не перекрывать. Я думаю, более надежнее было бы, если залить бетонную перемычку. Можно было поставить вот здесь опалубку
и залить вместе с армопоясом перемычку, ставить утеплитель. И уже начали класть капитальную стену, проложили уже почти под леса, немножечко сейчас еще доделаем и будем ставить леса. Перевязываем с помощью сетки, выпущена сетка, и затем мы делаем капитальную стену, и потом по всему периметру, по кругу и по капитальной стене будет заливаться армопояс. Доделали капитальную стену, все здесь прибрали, навели порядочек, мусор сгребли в кучки, лишний материал убрали, приезжал манипулятор, поставили газосиликатный блок на перегородке, здесь десятка, несколько пачек поставили в эту часть дома и 3 пачки поставили в эту часть. Будут потом делаться перегородки после того, как уже сделаем фронтоны. Всего на дом ушло 10 560 штук облицовочного кирпича и 32 куба газосиликатного блока. Ну и плюс еще красный рядовой кирпич и силикатный кирпич. А мы пока едем на другой объект. Всем хорошего настроения, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.